Здорово, народ! Сегодня в этом видео мы с вами сравним новый пляжный Mikasa BV550C с VLS 300. Расскажу обо всех нововведениях и протестируем главные из них, а именно, как они впитывают влагу. Поехали! Официально новый пляжный Mikasa был представлен в начале февраля 2023 года. В продажу поступить должен в апреле. Благодаря хорошим друзьям из Таиланда я смог доставить их напрямую еще в феврале, за 2 месяца до официального релиза. Мне удалось выдернуть небольшую партию для своих подписчиков, так как одну штуку мне бы не отправили. Спасибо тем, кто вписался в эту движуху. Если хотите быть в курсе, где покупать выгодно мячи, какие стоит брать, а какие нет, залетайте в мой телеграм-канал, посвященный волейбольным мячам. Там я расскажу о всех существующих мячах на рынке. У меня их уже более 120 штук. А еще у меня есть закрытый телеграм-канал, посвященный развитию прыжка, в котором вышло уже более 50 видео на эту тему. Все подробности найдете в описании. Итак, основные отличия нового мяча от VLS 300. Цитирую информацию с официального сайта. Новый официальный игровой мяч FVB, заменивший VLS 300. Это следующее поколение мячей для пляжного волейбола. Они имеют улучшенное сцепление и контроль мяча, превосходное композитное покрытие с ямочками, максимальная водостойкость, сердечник клапана устойчив к песку. В продаже ограничение 1 штука на клиента. Это на самом деле странное дополнение, но ажиотаж на старте был сумасшедший. На заводе производителя они закончились за несколько дней. Спасибо Mikasa, что догадались сделать то, что есть у Molten с 2018 года в модели V5B5000. Закрытый ниппель. Очень полезное нововведение, так как большая часть людей пренебрегает тем, чтобы очистить отверстия для накачки от забившегося там песка и не используют силиконовую смазку. Для пляжных мячей, которые эксплуатируются в пыльных и жарких условиях, это критично. Срок службы мяча увеличивается в разы, так как в 90% случаев основные проблемы пляжных мячей – это потеря давления из-за выхода из строя внутреннего клапана. О том, как ухаживать за новыми мячами, у меня есть отдельное видео на канале. Покрытие BV550 идентично V200W, а значит мы столкнемся с теми же проблемами при разбивке мяча. Это отбитые руки. На первой тренировке он очень сильно отжигал при приеме снизу. Привыкнуть к этому можно, точнее даже придется. Но так как давление в мяче меньше, он прижигает меньше, чем 200. Так как VLS 300 официально снят с производства, если он вам нужен, лучше брать сейчас и с запасом. Дальше цены на них будут только расти. А так как в ближайший год мы будем играть только старыми мячами, запасаться нужно ими уже сейчас. Я для будущего обзора заказал несколько новых V200 300W, VLS 300. Кому нужны, пишите в LS группы ВК, отдам недорого. Оставил себе только один. Как ощущается мяч? Лично для меня супер комфортно. Это уже 15-й пляжный мяч, которым я играл, и мне есть с чем сравнивать. Пасовать сверху его одно удовольствие, он более цепкий в сравнении с 300-кой. Ну и по опыту игры классическими мячами могу сказать, что он сохранит это свойство в долгой перспективе. Как мне кажется, 550 будет более долгоиграющим мячом, чем 300 в игровом плане. Но тут, как говорится, время покажет. По сути, 550 это пляжный мяч в обертке классического V200W. Именно 200-ки, не 300-ки. На экране вы сейчас можете видеть сравнение поверхности 550 и 200-ки с 300-кой. У V300 покрытие отличается от этих двух. Поэтому, если хотите понять, как он тактильно ощущается, потрогайте V200W. Я попросил Вячеслава Красильникова поделиться мнением о новом мяче. Когда он пришлет видео, опубликую его в своей группе ВК и телеграм-канале, посвященного мячам. Для того, чтобы понять, как вообще мяч реагирует на влагу, я решил продержать 20 мячей под импровизированным дождем на протяжении 3 минут. Основные условия теста – все мячи накачаны до нижнего значения, указанного на модели, неизменно место, температура воды и напор. Замерили вес до и сразу после душа и 3 контрольных замера – через час, 6 часов и 12 часов. Я специально сравнил новый VLS 300 и игровой, чтобы понимать, влияет ли его износ на набор веса при намокании. Как итог, влияет. Мой не так сильно измотан жизнью, им играли буквально раз 30, но и этого было достаточно, чтобы он набрал на 5 грамм больше, чем мяч, которым не играли ни разу. Здесь очень важным для нас являлось, как изменился вес нового и игрового V200W, так как технологии с 550 одинаковы. Мы видим, что новый V200W не изменил свой вес после 3 минут душа. А вот игровой, которым мы играем уже 4-й год, набрал всего 10 грамм. Если бы пляжный 300-ка отыграли года 4, его вес изменился бы грамм на 30, если не больше. 550 набрал 3 грамма, в то время как большинство пляжных мячей других брендов набрали куда больше. Опять же, надо учитывать, что износ мяча влияет на его свойство удерживать в себе влагу. Поэтому в таблице есть колонка состояния. Учитывайте этот момент.
Вывод могу сделать, что 550 будет более долгоиграющим мячом в плане сохранения своего веса. И благодаря синтетической коже будет еще и более устойчивым к износу в сравнении с VLS 300. В ходе этого теста нам удалось выяснить, что мячи в среднем за час высыхают на 5 грамм при комнатной температуре. Ранее я уже делал видео о том, какие мячи подойдут для игры на улице, и сейчас можно увидеть, что лидерами по набору веса являются классические мячи, так как изначально они делаются для игры в более благоприятных условиях. Но повторюсь, Mikasa V320W, Jogel GV800, All-Six V900 я по-прежнему считаю одними из лучших мячей для игры на улице в классический волейбол. Теперь поговорим о цене. На официальном японском сайте 550 стоит 7700 йен, что на момент видео равно 4500 рублей. На официальном международном сайте $95, что выходит уже более 7000 рублей. При этом на японском цена нового и старого пляжного мяча равны, на международном цены разные. На самом деле новый должен быть дороже, ждите цены в районе 8-9 тысяч на старте продаж, если не больше. Любому новому мячу необходимо время, чтобы принять окончательную форму. При первой накачке можно качать до верхнего значения в 225 грамм на сантиметр квадратный. Эта цифра может меняться в зависимости от модели мяча. У классических моделей обычно это 300-325. За день новый мяч может потерять в давлении 5-10 грамм на сантиметр квадратный. И столько же после первой активной тренировки. После чего его нужно будет подкачать еще раз и уже пользоваться дальше без накачки. При правильной эксплуатации профессиональные мячи Mikasa держат давление несколько лет. Само собой, если у вас на тренировке всего один мяч и им играют каждый день по несколько часов, ниппель может начать спускать. Но, как правило, причина в неправильной эксплуатации и пренебрежении элементарных правил хранения, транспортировки и подкачки мяча. У меня есть МВА-300, которому уже лет 8, и последние полгода я хранил его на стеллаже с мячами. Он смог сохранить игровое давление за это время. Для мяча такого возраста это очень хороший показатель. Суть в том, что при правильном использовании профессиональные мячи служат очень долго, но у всех вещей есть разумный период эксплуатации. Еще многие писали, что 550 имеет менее сферичную форму после первой накачки. Соглашусь, тактильно ощущается, что места стыков некоторых панелей идут небольшой волной. Скорее всего, мячи требуют больше времени на разбивку и принятие итоговой формы из-за новых, более прочных материалов мяча. Специально сделал лекало по окружности 550 из картона, чтобы показать наглядно форму мяча. Окружность 550 составила 660 мм, VLS 300 665 мм. Есть ли вообще смысл его сейчас покупать? По факту все соревнования, проводимые в ФВ в этом сезоне, будут играться привычными VLS 300. 550 не будет использоваться, только если на локальных турнирах в каких-то регионах или городах. Если вы, как я, играете иногда, в принципе можно прикупить, пригодится. Если хотите играть, но не хотите переплачивать, берите привычный VLS 300, пока он еще продается. Полное название нового Mikasa BV550C Wuber. Думаю, последние 4 буквы имеют обозначение цвета мяча White, Yellow, Blue, Red. Возможно, у него будут другие расцветки, как, например, V200W CEF, Европейской конфедерации волейбола, и поэтому существует допись. Очень хочется поиграть 550 после года активных тренировок, посмотреть, как сильно он разобьется, насколько станет мягче, но пока имеем, что имеем. В принципе, у меня на этом все. Не забывайте про мои телеграм-каналы о мячах и кроссовках. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забудьте поставить ему лайк и поделиться со своим другом-пляжником. С вами был Егор Пупынин. Удачи на спортивной площадке и за ее пределами.